Зарядное устройство Baseus или Bezos, как многие хотят, чтобы я говорил, на 45 Вт GAN с функциями Powerbank на 10 тысяч мА на канале Технозон. Поехали! Слушайте, ну тренд того, что Apple сейчас не комплектует свои Apple, вообще смартфоны, свои любой модели, которые есть на рынке, зарядными устройствами, привел к тому, что повысился спрос на зарядные устройства, которые поддерживают PD, именно это зарядка стандарта для Apple, быстрая зарядка. И вот мы имеем в руках именно такое зарядное устройство, еще и с Powerbank. Ну, конечно же, этот блок питания позиционируется не как повседневный блок питания, а, знаете, такое решение того, что вы, например, там свой iPhone заряжаете постоянно, берете его в путешествие, где-то дозаряжаетесь, одновременно заряжая и батарею, и заряжая свой iPhone. И если у вас нет вокруг розетки, то свой iPhone, ну, либо другой телефон какой-нибудь вы зарядить сможете. В принципе, удобно. Стоимость этого устройства $37.92, то есть $37.92, может варьировать в зависимости от сезона. Это при доставке из Китая. Есть он в различных моментах с различными подарками. Есть у нас еще варианты того, что он есть Type-C, Type-C. Есть варианты того, что здесь USB, простой USB-A на USB-A на USB-C. Поэтому есть в различных вариантах исполнения. Что же они здесь заявляют именно в самих рекламных своих постерах и что мы получаем по факту? Они пишут, что зарядное устройство режим, то есть если мы подключаем его через эту вилочку, то он будет на USB выходе давать 4,5 вольта на 5 ампер, 5 вольт 4,5 ампер, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 2,5 ампера, 20 вольт 1,5 ампера. Ток на выходе 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 3 ампера, 15 вольт 3 ампера, 20 вольт VA Max. Ну, Type-C плюс выход 30 Вт плюс 15 Вт максимально. Внешний аккумулятор на режим, то есть если вы вытащили его из розетки, вход Type-C будет брать 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 2 ампера, 12 вольт 1,5 ампера. Итог на выходе 5 вольт 3 ампера, 9 вольт 3 ампера, 12 вольт 2,5, 20 вольт 1,5 ампера. И USB выход будет у нас 4,5 на 5, 5 на 4,5, 9 на 3, 12 на 2,5, 20 на 1,5. Но дело в том, что с вами не остановимся, мы протестируем данную батарею по полной. У нас есть и тестеры, у нас есть нагрузочки, у нас есть триггеры быстрой зарядки, у нас есть все для того, чтобы вымучить этот блок питания, ну или Powerbank по полной. Видите, как они пишут? Батарея емкость 10 тысяч мАч при 33,7 вольт 37 Вт. Так вот, если вы думаете, что вы приобретете, допустим, этот Powerbank на 10 тысяч мА, и ваша батарея будет 2000 мА, вы зарядите 5 раз, то это далеко не так. Ну, минус потери, плюс 0,7 коэффициент при конвертации его в 5 вольт 2 ампера, и мы получаем номинальную емкость 5,8, ну, 5800 мАч. Но дело в том, что мы получали немножечко другой результат, его мы сейчас обсудим дальше. То есть вы получите фактическую 5800 мАч при 5 вольт. Вообще измерять емкость необходимо в ваттах. То есть 37 Вт это 10 тысяч мАч при 3,7 вольтах. Почему так? Потому что сами по себе батареи, которые там внутри стоят, они 3,7 вольта. А уже потом стоит конвертер, который трансформирует трансформатор энергии в 5 вольт 2 ампера минимальных. Поэтому вот что мы имеем с вами, это приблизительно 5800 мА. Давайте сейчас мы сразу обсудим емкости батареи, которые мы получили при фактическом тестировании. И вы знаете, при зарядке Powerbank, именно при зарядке Powerbank у нас взял 43,8 Вт. То есть это немножечко больше, чем, допустим, они заявили 37 Вт, но это была зарядка и там совсем другие процессы. Сейчас мы с вами рассмотрим разрядку. При разрядке внешней нагрузкой, вообще, я так понимаю, что он отдавал 5 вольт, мы нагрузку настраивали 3,7 вольт 1 ампер, мы получили 6680 мА. Немножечко больше, чем они заявляются 5800 номинальных, то есть вот мы видим здесь они пишут номинальных 5800, мы получили 6680 и фактически получили 25 Вт. То есть не 37.
но здесь мы понимали, что мы немножко неправильно использовали нагрузку, 3,7 вольта, он конвертировал на 5, да, мы потеряли, у нас были потери. Так вот, следующий наш замер именно зарядки. То есть мы заряжали смартфон, мы выжали из него при 5 вольтах 2 амперах, то есть мы сейчас видим 5 вольт, мы выжали 35,6 ватт. То есть, ну, учитывая потери, то да, скорее всего, ну, даже не скорее всего, а фактически здесь есть 37 ватт. И 10 тысяч миллиампер при 3,7 вольтах мы имеем. А вот теперь другая фишка. Да, это 37 ватт. И да, мы получили какой-то позитивный результат. Но если вы думаете, что даже имея там, допустим, 5800 миллиампер и имея смартфон с Quick Charge, вы зарядите его, например, при батарее там 2500 миллиампер 2 раза, даже больше, то не стоит рассчитывать на это. Почему? Потому что при Quick Charge мы высадили батарею за час фактически. То есть вот мы видим с вами картинку час 03. И видим 28 ватт мы сожрали вот эту батарею. Видите, у нас было 18, стало 28. И мы сожрали батарею практически в ноль. То есть мы, и сколько мы не заряжали, то есть видите, у нас протокол есть Quick Charge 3, мы заряжали именно им. И нам хватило по сути на 1720 миллиампер. Это при зарядке 15 вольт, 1,6 ампера. То есть, да, вот так вот. То есть, чем быстрее зарядка, тем меньше он выдает. То есть, он выдает ватты в час. То есть, если он выдал 37 ватт в час при вольтаже 15 вольт, то, само собой, это уже не будет там ни 10 тысяч миллиампер, ни 5 тысяч миллиампер. Оно будет, соответственно, пересчитано на вольты. То есть, имеем, что имеем. Но при номинальных 3,7 вольт здесь действительно будет 10 тысяч миллиампер. И мы это подтверждаем. 37 ватт своих он отдает. Ребят, сейчас перейдем к распаковочке, перейдем к тестам. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные информативные обзоры. Ждем резюме данного видео. Ну и, конечно же, говорю вам, поехали. Слушайте, ну давайте его сразу же распаковывать. Не будем долго рассусоливать. Где-то его на таможне мне надорвали чуть-чуть. Так, открываем, достаем. Упаковано достаточно качественно. Давайте открываем. Оу, ух ты, симпатично. Здесь какие-то наклеечки. Вообще, мне все заявляются, что правильно говорить Bezos. Но дело в том, что Bezos правильно говорить, если у вас написано base и US, U с большой буквы, ну, либо точка разделительная. Тогда это разделение аббревиатура, либо разделение произношения. А так вообще это читается как Bezos или Bezos, по-разному. Все зависит от регионального предпочтения произношения. Мы будем говорить Bezos, Bezos, вообще пофигу. Как это выглядит? Есть фирменный кабель зарядки Type-C, Type-C. Достаточно симпатичненький, мягкий. Хорошо, есть сама по себе такая вот приблуда. Type-C у нас есть вход и выход, как они заявляются. И USB out, вот такой вот с поддержкой Quick Charge, скорее всего. Давайте отключим. Нет, давайте снимем пленочку. Ссылочка на эту приблуду лежит в описании под видео. Переходим, смотрим, что это такое. Ну, смотрим, у нас хоть чуть-чуть заряженный. Нет, он полностью разряжен, и это хорошо. Это действительно хорошо. А нет, он заряжен. 3 вот таких вот штуки. Слушайте, ну сейчас он полностью заряжен, и мы его будем тестировать по следующим дисциплинам. У нас есть два порта. Этот порт у нас Type-C, и который USB-A, вот здесь вот в принципе заявлено Quick Charge. Короче, мы сейчас протестируем, какой из этих портов какие поддерживает протоколы, а потом уже будем с вами рассуждать на тему, как он выдает заряд от вилки и как он выдает заряд как Powerbank. Как Powerbank он сейчас полностью, мы его зарядили, мы его включаем. Давайте я подвину так, чтобы было видно, что он подключен. Включаем кабель. Type-C порт. По автодетекту у нас выдает поддержку PD3.0 20 вольт, 2,3 ампера, 45 ватт. Есть поддержка 20, 15, 12, 19, 5 вольт. Ну, короче, потом по триггерам посмотрим, уже это в PD 2.0. А также поддерживает Apple 5 вольт, 2,4 ампера, Samsung 5 вольт, 2.0, Samsung AFC 9 вольт и 12 вольт. И МТК больше ничего не поддержит. То есть Quick Charge, вот этот вот Type-C не поддержит то, как я и говорил. Если воткнуть, у нас есть с вами другой кабель, выткнем этот кабель и посмотрим, что у нас там заявляются
по USB порту, то у нас здесь конкретно на USB порт идет обыкновенная зарядка BC 1.2 5 вольт 1,5 ампера, Samsung 5 вольт 2 ампера, Quick Charge 2 5 вольт 9 вольт 12 вольт 20 вольт и Quick Charge 3 триггер тоже у нас присутствует. Samsung AFC 9 вольт и 12 вольт. То есть мы должны с вами понимать, что здесь нет ни быстрой зарядки Huawei, нет ни быстрой зарядки для реализации у процессора MTK, Oppo 1 плюс VOOC Dash это для OnePlus зачастую тоже не подходит. Но у нас на этом порту Quick Charge 2, Quick Charge 3, на этом PD. Хорошо, давайте теперь мы посмотрим через PD-триггер, какие именно триггеры PD у нас присутствуют. Так, давайте поехали PD-триггер. И у нас данная зарядка выдает именно в режиме работы от вилки 5 вольт 5 ампер может давать, 9 вольт 5 ампер, именно присутствуют триггеры 12 вольт 3,75 ампера, 15 вольт 3 ампера, 20 вольт 2,25 ампера и в PD3 у нас получается 12 вольт 4 ампера. Но сколько он выдает реально? Давайте сейчас с вами запитаем его. У нас MacBook Pro подключен, вот он лежит. Поехали смотреть, что у нас получается. На триггере 20 вольт он выдает у нас 20. Сейчас смотрим, 16, 17, 18, сейчас он устаканится, наберет 22, 23, 24 ватт, 27 ватт, 28, 30, 40, 45, 46, 47, 49 ватт. Нифига себе, то есть это 18 вольт, 50 ватт он выдал. Ну, как бы заявлено 45, но я подозреваю, что не все заявлено так правильно. Возможно, они перестраховывались, но он сейчас дает 17 вольт, 2,89 ампера на 50 ватт. Дубасит, серьезно вам говорю. Достаточно точный тестер. На 15 вольт 3 ампера он не дает заряд у нас. На 12 вольт 3,75 ампера триггере он выдает 11,8 вольт и 1,3 1,4 ампер. То есть это в принципе 16,6 ватт он выдает. Давайте 9 вольт 5 ампер он у нас выдает 12 ватт и на 5 вольт 2 ампера, ну в принципе стандартные 5 вольт 2 ампера, хотя он дает 1 ампер. Короче, давайте с вами теперь попробуем следующий момент. Выключаем эту зарядку. У нас с вами есть еще Quick Charge. И у данной зарядки есть одна особенность. Если вы хотите использовать одновременно и Quick Charge, и PD, то необходимо включать с определенной последовательностью. Сначала Quick Charge. У нас есть триггер Quick Charge. Давайте посмотрим, что у нас он тут выдал. Он выдал сейчас Quick Charge 2.0. Выберем 3.0 и поднимем с вами вольтажик. Не, на 2.0, на 12 вольт, на 20 вольт. Давайте посмотрим, что он у нас выдаст на 20 вольт. На Quick Charge 3. Сейчас он дает у нас 17,3 на 1,5 ампера, это 26, почти 27 ватт, 26,8 ватт на Quick Charge 2 на 20 вольт, как бы на заявленных, он выдает 27 ватт. Давайте мы с вами немножечко уменьшим. 9 вольт 1,5 ампера, это 14-15 ватт, 5 вольт, ну здесь до 6 вольт, 6,5 это 10 ватт. И, в принципе, 12 вольт он не поддерживает. А вот теперь вопрос следующий. То есть, если мы при таком раскладе с вами воткнем еще и PD зарядку, именно в режиме зарядки от вилки, то мы с вами получим вот такой вот набор PD-триггеров. То есть, у нас будет 5 вольт 3 ампера, и здесь у нас зарядка будет выдавать 22. Если мы переключимся на 9 вольт 2 ампера, то здесь будет 11-12 ватт. Вот 12 ватт, здесь 21 ватт сохраняется. То есть в общей сумме это у нас пока что нет 40 даже ватт. Давайте 12 вольт 1,5 ампера, и здесь уже все намного интересней. То есть мы имеем 16 ватт на зарядке для Apple и 21 ватт на зарядке Quick Charge 2.0 на текущий момент. И давайте еще с вами включим вот такой момент. То есть мы с вами теряем мощность в PD зарядке, но при этом у нас держится мощность 21 ватт. То есть, но суммарную 45 мы здесь достигнуть не можем. То есть у нас есть такой момент. Давайте с вами попробуем сейчас поменять на Quick Charge 3. И примерно то же самое мы получаем.
То есть вот мы получаем 14, 15, 16, 16 ватт и здесь 16 ватт, это 32 ватта. То есть максимальную мощность мы можем получить только при использовании в одиночном режиме, например на PD, то есть вот такой вот момент. Ну, давайте сейчас отключим с вами Quick Charge нагрузку и опять переподключим PD триггер. Посмотрим, что у нас получится. Вот, видите, он переподключился опять вот на расширенное количество PD-триггеров. Но то, что он максимально выдает, мы с вами уже видели. То есть, если мы сейчас включим 20 вольт 2,25, давайте 20 вольт 2,25 и подключим зарядку. Давайте переключим на PD3. Вот, 12. То вот мы с вами уже видим, вот, допустим, на 20 вольт 2,25 ампера уже 35 ватт набирает, 37, 40, 42, 44, 45 ватт, 46, до 50 ватт поднимается. То есть она держит 50 ватт. Это вот фактические цифры. Это фактические цифры наших замеров. Но при подключении Quick Charge, допустим, на текущий момент, мы с вами увидим немножко другую ситуацию, что если мы будем брать от PD максимальное количество заряда и включим одновременно Quick Charge, во-первых, PD выключится. То есть у нас он выключился и Quick Charge включился у нас в непонятном режиме. То есть PD у нас обнуляется до вот такого вот состояния. Ну, есть как есть. То есть одновременно для того, чтобы использовать и Quick Charge, и PD, то нужно сначала включать Quick Charge. Давайте выключим его. Включаем Quick Charge. Вот он у нас показывает сейчас 9 вольт. Давайте больше поставим. Вот 20 вольт 1,5 ампера, но он фактически выдает 18-17 вольт. И показывает 27 ватт. И включаем одновременно PD. Смотрим, что у нас получится на текущий момент. И мы получаем, давайте переключимся одновременно на 12 вольт 1,5 ампера. Не, на 9 вольт 2 ампера. Ой, нет, вот 9 вольт 2 ампера. То есть у нас здесь ограниченный PD будет, конечно, но вот работает как работает. Показываем всю правду, показываем как есть. Хорошо, но что данный зарядник выдает у нас именно в режиме не питания, именно не в режиме вилки, а в режиме пауэрбэнка. Давайте с вами тоже посмотрим. Во-первых, подключаем для начала PD интерфейс и смотрим, что нам покажет. В режиме пауэрбэнка он у нас по PD триггерам показывает 5 вольт 5 ампер. Сейчас фактически замеряем. Все те же самые моменты, только ампераж чуть меньше. 20 1,5 ампера, 15 2 ампера, 12 2,5 и 9 вольт 3,3 ампера. Сейчас попробуем фактическое потребление, вернее, сколько он фактически выдаст. В принципе, мне это нравится. Мне это нравится. Ну, мы сейчас еще емкость этого аккумулятора замеряем. Давайте подключаем заново. И имеем то же самое. А вот теперь смотрим. В режиме 5 вольт 5 ампер он выдает у нас 9 ватт и показывает 4,7 на 2. Давайте в режиме 9 вольт 3,3 ампера он выдает 9, ну, 8,6 на 2,3 ампера. Это 19-20 ватт. Вот 19,8. Хорошо, 12 вольт 2,5 ампера он показывает тоже 26 ватт, 27. Давай поднимемся. В режиме 15 вольт 2 ампера он не работает. В режиме 20 вольт 1,5 ампера не хочет. И вот на PD3 он показывает у нас 9 ватт, 10, наверное, даже. В режиме 4,6 на 2 ампера. Хорошо, с PD понятно. Хочу подключить его к Quick Charge. Посмотрим, что он у нас выдаст на этом порту. В режиме пауэрбэнка он у нас показывает Apple 5 вольт 2,4, Quick Charge 2.0, 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт, 20 вольт, Quick Charge 3, Samsung AFC. Все то же самое. Давайте посмотрим, какие триггеры он покажет нам в режиме PD, именно в режиме пауэрбэнка. Включаем и смотрим. PD 2.0 в режиме пауэрбэнка и 5,9-12 вольт, ну короче, PD 3.0 12 вольт 1,5 ампера, 18 ватт. Samsung 5 вольт 2 ампера, Samsung AFC, FCP 5 вольт 9 вольт и все, в принципе. Сейчас посмотрим на PD триггеры. Нажимаем PD триггер и смотрим. У нас есть поддержка 20 вольт 1,5 ампера. Давайте, наверное, проверять сразу по факту, по фактической нагрузке. 5 вольт выдает 5 вольт 5 ампер, он выдает 5 вольт 2 ампера. 20 вольт 1,5 ампера не работает. 3.0 работает
4,7 на 2, ну такое 9 ватт выдает, 10 ватт, эти не работают, 12 вольт 2,5 ампер, это будет у нас 20 ватт, она выдает 21, 22, 25, 26, слушайте, 27 ватт, 27 ватт, 12 вольт 2,5 ампер. И 9 вольт 3,3 ампера у нас вот показывает 20 вольт, это будет 8,7 на 2,3, 8,7 вольт на 2,3 ампера. Слушайте, ну неплохо. А если одновременно еще запитать в режиме Powerbank и посмотрим, выдаст ли он нам в пополаме. Так, здесь 20 ватт у нас есть, и здесь у нас 16, 17, 18, 19, 20. Слушайте, ну беспроводная зарядка 23, это у нас в общей сумме 40, ну там 24 проскакивало. Ну плюс потери 45 он своих ватт держит. Сейчас 23,5, здесь 20 с мелочью. Это 44, но плюс потери. Он держит реальных 45 ватт. Ребят, по зарядке, по скорости зарядки, по вольтажам у меня как бы вопросов нет. Давайте с вами пройдем теперь и прорезюмируем данный девайсик. Как вывод, да, мы действительно рекомендуем данное устройство. Есть некоторые особенности использования. Например, для использования Quick Charge и PD одновременно вам придется сначала включать Quick Charge, потом PD. Плюс PD у нас поддерживает далеко не все, допустим, триггеры, которые есть. То есть не самый широкий спектр PD зарядки, но при этом это достаточно неплохо. Для того, чтобы взять его с собой, это, знаете, где-то перебиться. То есть вы заряжаете им свой iPhone, он будет брать от него быструю зарядку поскольку не самую максимально быструю. Но при этом, если, знаете, как это болезнь iPhone владельцев тем, что они смогут вовремя подзарядить свой iPhone, хотя бы дотянуть до следующего раза. В общем-то, мы его рекомендуем. Если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока, ребят.